Здравствуйте, мои друзья мои. Вот. Сегодня у нас 26... Какое у нас сегодня число? 26-е? 26-е. Гаухар, в кадр влезьте, пожалуйста. Я буду делать. Ну, дорогой, а то вот так вот. Седани, Гаухарчик. Друзья, значит так, сегодня у нас 26 октября 2013 года, если я, конечно, не ошибаюсь. Суббота. Спасибо, во-первых, всем вам, кто пришли. Все-таки суббота, народ отдыхает, а тут базар о смерти пойдет. Ну, какой-то свой оптимизм есть. Скажите, пожалуйста, сколько нас там народу сейчас? 18 человек будет, 18-20. А что, двое появляются и исчезают, да? Понял. Ребят, ну давайте поговорим. Значит, как получилось, что нас всего 18-20 и почему вот так в субботу? Дело было так, мы вот где-то дней 10 назад здесь в Сербии у нас была лекция, вот, и было много народу. И как-то так получилось, что сама лекция, ну, прошла лекция, как обычно проходит, да, с элементами, скажем так, шоу. Но потом подошли мои же и попросили, говорит, у нас есть X количество вопросов, которые мы не можем задать при присутствии, ну, скажем так, молодых наших, новых друзей, которые по-своему смотрят на вещи. Говорит, мы бы хотели это отдельно. Я говорю, ну давайте отдельно. Что значит отдельно? Говорит, а можно завтра? Ну, можно завтра. И вот получилось, что на следующий день человек 15, кажется, самых таких передовых пришло задавать эти вопросы. И лекция как-то автоматически продолжилась. На самом деле, на следующий день то, что получилось, и была лекция, которая должна была получиться. Но потому что люди были подготовлены на определенном таком уровне понимания и взаимопонимания, было очень плодотворно, продуктивно получилось все. И она длилась долго, 2,5 часа. Я даже не заметил, что так долго был разговор долгий. И вот такой подход показал эффективность подобной лекции, когда я не подстраиваюсь под молодых наших, скажем так, друзей, которые тоже должны начинать, а для них будет отдельно, а вот для передовых отдельно. И вот так появилась вот такая визия, идея сделать лекцию, нашу с вами, еще одну лекцию, но только для тех, которые уже, скажем так, не для начинающих. Вот. Так что вы не начинающие. И тема, естественно, тоже должна быть, ну, скажем так, не очень легкой, а интересной, с необычными поворотами. То есть сегодня у нас элемент шоу не существует. У нас будет разговор, друзья. Тема сегодняшнего нашего разговора, заслуживающая уважения, называется «Смерть». Мы потом в дороге посмотрим, насколько это дело заслуживает уважения, и почему слово «уважение» я употребил, а не какое-либо другое слово. Значит, у нас будет диалог, не монолог. Вы мне умные вопросы, а я постараюсь такие же умные, ну, умные, правильные, сложно, умные тут уже не подходит, правильные ответы с позиции сегодняшнего дня и моих каких-то знаний и взглядов. Ребят, для начала, давайте начнем вот так. Когда мы говорим «смерть», ну просто, очень просто, сами себе скажите «смерть». Что возникает? Давайте посмотрим. Вот сама мысль или слово «смерть», что поднимает, какие волны? Опишите мне, пожалуйста, сами. Кто что может сказать? Страх, пустота, чернота, неуверенность,
Да. Что так делать? Закончено. Давайте пойдем по очереди. Вы сказали конец. Обратите внимание. Конец чего? Жизненного пути. Значит, обратите внимание. Слово конец. У нас есть какое-то трафаретное понятие жизни. Какого-то состояния. Чтобы рассмотреть, приблизиться к смерти, давайте попробуем почувствовать жизнь. Вот то же самое. Теперь не говорите в себе смерть. Скажите жизнь. И опишите мне то, что появляется. Ну? Давайте. Движение. Движение. Рост развития изменения. Вызывает ли у кого-нибудь при слове «жизнь» бесконечность состояния? Нет. Любопытно. Когда мы говорим «жизнь», не вызывается состояние бесконечности. Но в то же самое время почему-то не вызывает состояние «конец». Если сама жизнь это какой-то ограниченный период времени, неважно чего, то осознание этого периода должно основываться не на дистанции, а на величине, русские меня подводят. Длительности, извините, языки. Длительности этого периода. Но почему-то начало и конец – это не основные параметры, которые у вас возникают. При слове «смерть» у вас возникает конец. Неужели конец относится к смерти? Или относится к жизни? К чему относится слово «конец»? Любопытно, вы правы. Посмотрите, относится к жизни, а ассоциация конца приходит при слове «смерть». В том-то и дело, что слово «смерть» у нас, у вас ассоциируется с концом жизни. При слове «жизнь» почему-то этого конца нет. Но логически, посмотрите. Конец жизни относится к самой жизни. Хоть 1 микросекунду, но это же тоже считается жизнь. А у нас оно нет. А при слове «жизнь» ассоциация конца не присутствует. Почему так? Как вы думаете? Ну, что бесконечно. Еще раз? Жизнь бесконечна. Я и спросил, присутствует ли у кого-нибудь ощущение бесконечности? Никто не сказал «да», когда говорили «жизнь». Значит, жизнь бесконечна. Жизнь бесконечна. Хорошо, продолжим. Я просто сейчас хочу показать, знаете что, конфликтные элементы, которые возникают в голове у человека, у каждого нормального человека, где при нейтральном подходе и просто в самом простом, я бы даже сказал, примитивном анализе что-то тут не работает. Давайте посмотрим. Чернота, вы сказали. Чернота. Было такое слово. Кто бы мог мне объяснить, что подразумевается под словом чернота? Неизвестность. Неизвестность. Вопрос. У нас сегодня 26 октября 2013 года. Известно ли вам,
18 августа 2025 года. Нет. А почему слово чернота не используется там? Любопытно. Вам неизвестна смерть. Вам неизвестно 18 августа 2025 года. Какая между ними разница? В одном у вас ассоциативно чернота, а в другом нет. Разница в том, что смерть, так или иначе, кто-то переживал смерть кого-то, да, или был свидетелем, как живой человек, а по поводу августа мы только можем говорить, это будущее. Хорошо. Пока ставим слово черноту, потому что я еще не сделал акцент на самом качестве слова черный, что под этим подразумевалось. Еще что? Пустота, вы сказали. Еще что было там, что касается смерти? Страх. 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 Очень хорошо. Страх. Очевидно, страх — это незнание. Боль. Потеря. Потеря, боль. Хорошо. Вызывает ли у вас страх ваш завтрашний день? Нет. Нет. Почему? Воскресенье. Нет. Надеемся жить. Потому что у нас с вами запечатано, что следующий день может быть похож на другой, и мы про него чего-то там знаем. Скажите, пожалуйста, вы там любите бишбармак? Молодцы. Вот представьте, сколько лет вы кушаете вот ваш национальный супер бишбармак. У вас есть эмоциональное состояние по отношению к этой еде, правильно? Да. То есть, когда я говорю бишбармак, что возникает у нас там? Какие эмоциональные? Вот, народ ожил, а не то, что о смерти. Правильно? Хотя мы же сами понимаем, что бишбармак бывает разный. Удачный, неудачный, получившийся, не получившийся. Гадость последняя. Можно его так испортить. Но все равно ассоциативно почему-то у народа улыбка на лице, рожа разъезжается, слюни текут. То он воспринимает бишбармак таким, каким он хочет его воспринять. На основании своего же опыта. Ну, потому что вы знаете, как его надо кушать. Теперь давайте попробуем. Возьмем кого-нибудь. Ну, сейчас возьмем мы. Ну, какого-нибудь голландца, чтобы он выздоровел. И поставим перед ним бишбармак. Вот какое эмоциональное состояние будет у этого человека? Ужас. Никакое. Растерянность. Вы знаете, да, растерянность, у определенных ужас. Внешний вид бишбармака особенно элеганции, так сказать, не привлекает, да? Вы сами знаете. Бишбармак, ну, он и есть бишбармак внешне. Вот. Как вы думаете, почему у этого человека нету того эмоционального состояния, которое есть у вас? Он его не ел. Он его не ел. Вопрос. Вот сейчас пойдет вопрос. Чье эмоциональное состояние по отношению к этому бишбармаку правильней? Ваше или этого человека? Нет, правильно и правильно не поздно. У него есть навык, у него есть свои предпочтения, Привязанности, привычки. Он, когда съест, ему понравится, ребят. Но он пока еще не съел. Так вот, получается так, что нам сложно будет
определить правильность эмоционального отношения к бишбармаку только потому, что у этого человека не сформировано еще. На чем оно начинает формироваться? Давайте посмотрим, на чем начинает формироваться его эмоциональное отношение к бишбармаку. На опыте. А, у него нет опыта бишбармака. На внешних и вкусовых. Совершенно правильно. Изначально на внешнем факторе. Смотрите. Посмотрите со стороны, ребят. Давайте попробуем, вы люди мудрые. Как выглядит бишбармак? Ну, это сразу нету, не привлекательно. Не привлекательно, да? Это не Наполеон или Эклер, короче. Да. Не привлекательно. То есть изначально у этого человека, не ешивый бишбармак, возникает элемент не сомнений, а антипатии возможной. Ну, потому что не соответствует его голландской жареной картошке, хотя бы внешне. Запах. Запах – это второй параметр, да? Вот смотрите, у этого человека начинает формироваться отношение к бишбармаку. Я извиняюсь. Покажи ему предавание. К бишбармаку, который ничего общего с вашим отношением к бишбармаку не имеет. Вы начинаете ему объяснять, да ты что, да, голландская твоя душа, ты даже не представляешь, что это такое. Не обманывайся на внешний вид. Ты только попробуй. И несмотря на внешний облик, на запах, достаточно интенсивный, мы заставляем этого человека переступить, перешагнуть через свое отношение к бишбармаку. Первое, первоначальное. Голландская его душа, чтобы она выздоровела, перешагивает. И попробовала. Знаете, какая будет реакция? Типично голландская. Да! Вот такая вот. У них это в культуре выражать. Вот. Вот такая будет первая реакция. Потому что бишбармак для его вкуса, он слишком агрессивный по вкусу. Они не привыкли к агрессивной еде. Это вареная капуста, жареная картошка, там какие-то огурцы, бобовые, фасоль какая-нибудь. Понимаешь, вот такая вот second-hand еда. Вот скажу вот так. Вот так они и питаются. И вдруг бишбармак, причем конина. Мясо все-таки агрессивное. Вот это будет его реакция. Можно ли сказать в этом случае, после того, как этот человек увидел, понюхал, попробовал, что у него есть правильная позиция по отношению к бишбармаку? А что правильная позиция? Он считает, что его позиция правильная. Отлично. Он считает, что его позиция правильная. То есть в любом случае его позиция по отношению к бишбармаку правильная только потому, что она основывается на его опыте голландском. Во-первых, он сам такой, да? Во-вторых, вот это первый опыт. Значит, позиция правильная. Можно ли сказать в этом случае, будьте осторожны, что бишбармак плохая еда? Нет. Для него, да. А теперь скажите мне, смерть это конец? Нет. Смерть не конец. Какая разница между бишбармаком и смертью? Вы тоже как голландцы. Ничего не ели. Откуда вы знаете? Самое интересное, бишбармак хоть пахнет, хоть внешне непривлекателен, и вкус агрессивен. А что мы знаем о смерти? Ничего. Там и не пахнет. Внешний вид как-то, мы даже не знаем, как она выглядит. Как выйдет умерший человек? Я вам скажу. Спокойно, упорядоченно, нейтрально, без проблем. Никого не беспокоит, ничто его не беспокоит. Сомнений нет.
Эмоциональных давлений нету. Хочу, не хочу, нету. Чем не устраивает? Смотрите. Тяжелый. Да, вот это единственный минус. Говорит человек на эту тему. Человек сидит дома, ребят. Нормально, ну вечером сидит, культурно, газету читает. Вдруг звонок в дверь. Открывают, стоят четверо. В этом, с гробом. Говорит, с гробом. Говорит, извини, сосед. Говорит, тут не прохожие, а как это называется? Да, развернуться не получается, развернемся у вас. Ребят, у вас у всех, так же как у любого нормального человека, есть эмоциональное отношение к бишбармаку, который вы даже не видели. Почему? Почему это так? Нет, это двумя факторами отсутствие информации о ней и наличие отрицательного опыта, там, наблюдения за покойниками и прочее. Вот так складывается отношения. А может просто не надо, чтобы вы туда совали свой нос? Вот интересно. Вот как мы воспитываем наших детей? Вот не делай этого. Придет там кто-нибудь, бабушка, дедушка, не знаю как, баба Яга, она то, все, фафаля 3 рубля, это очень опасно. И ты тогда, и начинаем бедного ребенка пугать какой-то бабой Ягой, которая придет, что-то она ему сделает бедному, вот, потом травмы, а потом уже ко мне. А на самом деле мы всего лишь хотели человеку сказать, ребеночку, что это не надо делать, это опасно для тебя сегодня, здесь, сейчас. Вот и все. Сегодня, здесь, сейчас. Ну, например, не играйся с розеткой, не играйся с огнем, потому что тебе всего 5 лет. Будешь ли то же самое говорить человеку, которому, ну, например, 20? Но будешь выглядеть как последний идиот, да? Если скажешь 20-летнему, вот не играйся с огнем, придет баба Яга, причем не молодая, и тебе нечего будет с ней делать. Получается, что текст, форма разговора и форма презентации и формирование мнения зависит и должно соответствовать возрасту той особы, у которой ты хочешь сформировать мнение. У нас, у людей, есть сформированное мнение по отношению к смерти. А так ли это? Любопытно. Никто из мертвых пока что не жаловался. Ни один. И почему-то ни один не собирался вернуться сюда. Вот не возвращается народ. Интересно, что то эмоциональное состояние, которое у вас появилось по отношению к смерти, на самом деле это страх уйти из жизни, а не страх прийти в смерть. Продолжаем разговор. Давайте определим, что такое смерть в этом случае. Что мы подразумеваем под словом смерть? Кто хочет дать свое объяснение? Ну, можно я скажу, я вашу лекцию слышал, сердце, поэтому я скажу финал. Это отсутствие жизни, там, когда сердце останавливается человека, вообще принято считать, что он мертв. А ваше мнение? Не конкретно ваше мнение. Для вас эмоционально, что такое смерть? Кроме черноты и так далее. У меня нет черноты. Нет, это прекращение желания. Вопрос жесткий, требующий интеллекта. Кто хочет умереть? Вот между вами. Там есть кто-нибудь?
Нет. Уже умерли тоже. Вопрос еще жестче. Кто хочет вообще не умереть? Никогда. Я таки вас не понимаю, ребят, вы как-то определитесь. Умираем, нет, да? Пока не хотим умереть, а со временем. Мне не столько. Вот отлично сказано. Со временем что? Можно захотеть. Посмотрим. Когда время придет, Смерть неизбежна. Вопрос. Не, понятно, что она неизбежна, но захотим умереть. Значит ли это дело, что те, которые сегодня боятся, страх, чернота, пустота, ну это вы там наговорили, вдруг захотят в черноту, в пустоту, в страх и так далее, и так далее. Значит ли это так? Нет, конечно. Но они Любопытно. Нет, конечно, но почему на сегодняшний день это страх, пустота, ла-ла-ла, бу-бу-бу, ту-ту-ту, но есть опция, что вдруг захочется умереть. Мы же все держались за жизнь, я извиняюсь, за ее половые органы. А жизнь вам всем показывает много разных половых органов своих. Так мы держимся, висим на них. И все-таки жизнь ценим существенно больше, чем смерть. Почему? Сегодня. Почему это так? И вдруг, возможно, придет момент, и захотим умереть. Насколько это черное тогда получается черным? И не черное ли для того человека, который захотел умереть, если вдруг, конечно, и он не умирает? Не жизнь ли та, которая приобретает черный цвет, пустоту, бессмысленность и так далее, и так далее? Как Да. Да. Ну именно так, да. Да. Почему же на сегодняшний день в вашем мозгу подготовленных людей жизнь – это цветочки одни, а смерть – это просто катастрофа сама? Не, это я вопрос задаю. Почему это так? наверное, потому что это можно чуть, поэтому это факт. Воспитание. Ну, мы же взрослые люди уже, все-таки мы понимаем, что жизнь – это не совсем цветочки. Ну, а кто думает, что жизнь – это цветочки, тому надо к психиатру. А что такое смерть, мы не знаем. Почему же все-таки жизнь на сегодняшний день у нас вызывает больше интереса, чем смерть? Ну, потому что не знаем, что такое смерть. Ну, мы же, наверное, какую-то задачу здесь исполняем, поэтому... Да, мы сидим на уроке в школе, и что, с уроком ты делаешь? Можно я скажу? Давай, Чингис. У меня смерть ассоциируется, если брать в бытовом плане, интересно человека, с окончанием функционирования. Грубо говоря, дрель была, пока она работала, она функционировала. Она сломалась, она умерла. То же самое с человеком. Пока я функционирую, я живу. Я приношу какую-то функцию, и мне интересно исполнить свою функцию до конца. Когда я считаю, что мои функции уже исчерпаны, и мне тяжело, у меня там катетер в одном месте торчит, передвигаюсь на электрической коляске, мне жизнь такая уже не нужна, понимаешь, что мне хочется открыть для себя что-то новое. И это новое – это смерть. И почему я не хотел ее открыть раньше? Потому что это как бы дверь в один конец. И я к этому был не готов, потому что у меня еще было много интересного в этой жизни. Были еще какие-то реализованные функции. А когда я считаю, что я уже полностью реализовался, все свои функции как бы исчерпал, мне интересно что-то, то, что ждет меня впереди. Угу. Понимаю. Понимаю. Вы хотите сказать, что человек, исчерпавший свои функции, возьмем хороший вариант, плодотворно исчерпавший свои функции,
еще плодотворнее смотрит смерть с огромным научным интересом. Нет. Нет, такого не бывает. Нет, не бывает. Нет. Почему человек не хочет жить вечно? Она является, считает, как бы Приезжается. является, потому что считает, что он уже все исчерпал. Все, больше он не хочет, он готов умереть. Я проведу аналогию с бишбармаком. Опять же. У меня как-то это, что-то бишбармаковое у меня сегодня настроение. Вот мы сидим с вами и жрем этот бишбармак, как белые люди. Кайфуем. Шикарно. Съели. Бишбармак у нас дал удовольствие покушать, то есть сам факт посмотреть кайф, понюхать кайф, пожевать кайф, проглотить кайф, кайф продолжается. Поспать с бишбармаком внутрях, кайф, проснуться полных сил от бишбармака. Мы не чувствуем, что это от бишбармака, но реально от бишбармака тоже кайф. И вот хочется нам последнюю часть кайфа в туалет, чтобы избавиться от последних этих кайфов бишбармака. И тут запор бишбармаковый. Вот смотри, как интересно. Давайте посмотрим от начала до конца. Конец — это так называемая смерть. И вдруг запор. Не вылезает бишбармак из нас. Кайф ли это? Вот так чувствует человек, который хочет умереть. Так что большого интереса тут нету. Тут именно ощущение застрявшего бишбармака, который свое отработал, но не вылезает. И организм вынужденно существует, потому что из него не вылезает жизнь. Ну вот, хорошо сказал. Организм вынужденно существует, потому что из него не вылезает жизнь. Ничего приятного здесь нет. Даже наоборот. Это ужас, ребята. Таких людей очень много, которые живут в этом ужасе. Почему не вылезает жизнь? Да просто запор. Запор. То есть тот же самый бишбармак, который так плодотворно создавал кайфовые процессы в тебе, и эмоциональное состояние становится огромной проблемой в определенной фазе своего бишбармакского пути. Это называется жизнь. Смотрите, как интересно. Если провести аналогию вот в временном диапазоне, нет ли у нас возможных сомнений, опасений, я не знаю, как сказать, даже не страхов, что в 25 году, 18 августа, это дата вот этого запора. И бишбармак не будет вылезать. И мы, ну, это я, так сказать, генерализирую, возможно, будем жить с запором, и это крайне неприятно. Будем ожидать смерти, но жизнь не будет уступать. По логике вещей мы должны радоваться всему этому. Живем же, люди! А оно как раз наоборот. А так хочется умереть. А не умирается. Почему люди не боятся запора, который является нормальным, естественным следствием бишбармакового пути? Потому что он уже внутрях. А боятся смерти, о которой ничего не знают. Мне непонятно, например. Может быть, вам понятно? Кто что хочет сказать? Может быть, еще есть вопрос, как не умереть? Это тоже эти отношения. Прекрасный вопрос. Вы очень правильно поставили. Сейчас пойдет жесткий тоже с моей стороны. Может ли
привлечь живого человека красота его смерти? Нет. Ну-ка, опишите мне красивую смерть. Я бы хотел посмотреть. Чтобы это привлекло. Вон, Гаухар сидит, пусть это привлечет ее. Попробуйте, ребят. И у вас не получится. Да не красоте. Да, мне кажется, не может быть. А как вы думаете, почему не в красоте дело? Да, надо показать, как оно дело в отношениях не имеет. Если человек стал жить, если у него была возможность умереть, он бы ее использовал. Просто не знает, как. Перед ними охота. Вы сейчас делаете, вот вы сейчас, ваш мозг, делает то же самое, что делал до сих пор. Он из эмоционального спектра жизни, жизнь же тоже какой-то процесс, да? У него есть эмоциональный спектр. Жевать бешбармак, нюхать бешбармак, это все относится к жизни. Из эмоционального спектра жизни вы хотите прочувствовать смерть. То есть додать смерти эмоциональное качество жизни. И вот тут не работает. Не работает. Эмоции жизни – это эмоции в жизни, в процессе жизни, когда окружение соответствует появлениям этих же эмоций. Вопрос. Опять же идет. Давайте подумаем, внутреннее ли состояние смерть? Или внешнее? Предвопрос. Внутреннее ли состояние жизнь? Или это внешнее состояние? Давайте подумаем. Чуть громче, Гаухарчик, я вас не слышу. Здесь, наверное, играет роль соответствие внутреннее и внешнее. Если я готова умереть, убираю в этот момент, происходит, грубо говоря, гармонично. Да? Я счастлив. Условно называю. В нужное время в нужном состоянии. Если это вот то, что вы говорите, там, формат застрял, получается, внешне не готово, а внутренне готово. Вы не совсем туда пошли. Да. Смотрите. Мы пьем. Давайте возьмем основные параметры жизнедеятельности. Человек, не человек, неважно. Это жидкость, вода. Правильно? Мы пьем. Жратва, бешбармак. Дыхание. Что еще? Воздух. Это основные 3 параметра жизнедеятельности. Какие из этих параметров внутренние? Воздух получается снаружи, вода постоянно берется снаружи, еда постоянно берется из окружения. Самые основные 3 фактора того, что вы называете жизнь, напрямую связано с окружающей средой. Если окружающая среда не общается с каким-то объектом или субъектом, не давая ему возможности, субъект или объект не в состоянии существовать. Так, внутреннее ли состояние жизни или внешнее? Я предлагаю вот так, ребят. Пауза 20 минут, хорошо? Подумайте, продискутируйте. Пауза 20 минут. Через 20 минут созваниваемся. Давайте. Ну давайте, продолжаем. 2-я серия формизонского балета. Так, где мы остановились? Там был вопрос, который я поднял и попросил паузу. И для себя, и для вас. Для себя паузу, для вас подумать. Так, что за вопрос был? Вопрос относится смерть к внутренней или вот к внешней? Жизнь. Сначала жизнь. Сначала жизнь. И к чему пришли коллеги? К какому заключению? После бурных дискуссий, в общем,
очень много всего ко внешнему относится, и если логическим путем идти, получается, что к внешним условиям относится смерть. Жизнь. Ой, то есть жизнь. Вы совершенно правы. Внешние условия – это те, которые формируют жизнь в любом смысле своего проявления. Как они смешиваются внутри, это уже последствия, процессы внутренние. Никакие внутренние процессы невозможны были бы без основных 3 внешних параметров. Ну, на это добавляется, конечно, и свет, и так далее, и так далее. Понятно. То есть жизнь является последствием комбинации этих условий. К чему мы это? Каждый из вас, каждый из нас, скажем так, ну, цепляется за эту жизнь. За эту ли жизнь он на самом деле цепляется, если думать? За что он цепляется? Получается, цепляется он, ребята, исключительно за факт самого своего существования. Когда он говорит, не отбирайте у меня жизнь кому-то, на самом деле, не отбирайте у меня условия. То есть не видоизменяйте условия, при котором моя жизнь возможна, внешне. А теперь дальше. Смерть. Рано, очень рано. Ну давайте подумаем. Смерть – это внутренний процесс или внешний? Внешний. Не спешите, ребят. Не спешите. Это как раз то, что заслуживает времени. Насчет жизни мы это знаем. Мы дышим, мы пьем, мы, это понятно. Насчет смерти мы ничего не знаем. Внутренний процесс или внешний? И если то или другое, хотел бы услышать объяснение. Кто может высказать свое мнение? Субъективное, конечно. Но смерть – это процесс, который, внешний процесс, который запускается внутренними вещами. Мое такое предположение. Еще. Внешние факторы, внутренние, формируют внутреннее состояние сознания человека. Не даем человеку пить 3 недели. Не даем всего лишь воды. Все остальное то же самое. Он умирает. Скажите, пожалуйста, внутренний ли это процесс или внешний? Нет, в этом случае... Почему? А вот если все 3 фактора присутствуют, он умирает. Ну, здесь вопрос. Вот здесь вопрос. Если все 3 фактора присутствуют, почему же происходит умирание? В чем ключ этого умирания? Мы не говорим о смерти как эмоциональном состоянии, а просто о составляющей части существования или несуществования. Почему же умирает система? Ну вот ключевой момент клана, наверное. Для чего? Не сам факт, а почему, если можно продолжать существование? Почему же умирается? Все, задача выполнена, отменить фамилия. Тогда давайте подумаем, ребят. Задача выполнена. Кто считает, что задача его появления на этой планете – это оплата всех счетов, воспитание детей, ну и все, что можете вы еще туда
сказать, на это. Вот есть ли кто-нибудь из вас, который считает, что смысл его существования в чем-либо из всех факторов, которые существуют в его 24 часах? Ну нет, это же очевидно, за пределами сознания находится причина. Если причина находится в самой жизни, функционирования, существования за пределами сознательного анализа этого жизни, то получается, то и окончание этого процесса тоже должно существовать за пределами сознания. Ну, естественно. Но почему же тогда происходит окончание? Давайте подумаем. Ведь если даже за пределами, то уже, скажем так, в системе необходимо количество тараканов на этой планете, то можно же удлинить существование этих же тараканов, если сам смысл жизни в существовании. Ну, сделай его, пусть пашет тебе 2000 лет. А оно нет. Оно приходит момент, а чем старые тараканы не устраивают, вот что я хочу узнать. А что такое их функция? Да нет проблем. Я вот хорошо клад рассмотрел. С точки зрения того, что вы рассказали нам про клад, о том, что существует программа жизненная. Ну, мое личное мнение, вот закончился программа, и финита документ. То есть не важно от того, что думает сознание по этому поводу. Это просто происходит механизм заключения. Ну вот мое точка зрения. Окей. И совсем правильно. Кла – это всего лишь средство, но не сам смысл. Вы сейчас в кла вложили смысл существования или окончания его? Нет, я объясню просто, почему это происходит. Я не говорю, что это смысл. Мне интересно, почему же надо системе гасить человека, если смерть это внешний фактор. Для чего же гасить? Ну пусть живет, если его существование имеет смысл. Какой-то. Ну, есть куча объяснений. Вы же нам рассказывали про заполнение клеточек. Но вот они заполнились. То есть это же фактически сознание таким образом сформировалось, что оно не способно уже адекватно функционировать. Жизнь уже бежит как-то быстрее, чем оно. А почему оно не... Вы вот сейчас вы идете правильным путем. Вы использовали одно слово важное. Но почему же оно не способно? Оно как сформировалось. Появился косяк какой-то появился, который мешает ему главное двигаться в этом. Эволюции нет дальше. Стоп. Вот здесь стоп. Вот здесь стоп. Проведу аналогию. Хочу услышать ваше мнение. А не является ли ваша любовь и такая ваша зависимость от бишбармака остановкой вашей же эволюции? Да, именно так. Именно жизненный опыт является причиной человека. Багаж, который он на себе тащит, который его формирует. Да, он ему не позволяет двигаться. Чемодан, который питает. Значит, все, что надо сделать, это не кушать бишбармак. Я прав или нет? Да. Да. Момент. Грубо говоря, прав. Продолжаем аналогию. Продолжаем аналогию. Заменяем бишбармак на вопрос. Бишбармакоподобную еду или нет? Не важно. Очень важно, ребят. Подождите. Что надо сделать, чтобы видоизменить свою же форму формирования, то есть победить себя? Это кушать обезьяньи мозги вместо бишбармака? Да или нет? Или бишбармак заменить лагманом? Какой шаг надо сделать? Ну, грубо говоря,
надо соответствовать среде. То есть в среде в окружающей жрут бифармак, продолжает жрать. Но когда начали есть плов, а ты продолжаешь жрать бифармак, то вот здесь наступил конец тебе. Стоп. Мы кушаем. Мы сделаем так. Вы выросли в среде, где вы кушают и плов, и бишбармак, и манты, и лагман. Все 4 еды больше или меньше у каждого из вас вызывают улыбку. It's a priority. Окей. Заменить плов на бишбармак, ты просто заменил одного соседа слева на соседа справа, которого ты меньше встречал, потому что тот любит плов, этот бишбармак. Много ли поменялось в твоей жизни? Нет. Значит, у меня вопрос. Изменить свое засуществование, это вопрос. Для того, чтобы изменить радикально свое существование, надо изменить радикально условия этих существования. То есть, кушать обезьяньи мозги. Да или нет, как вы думаете? Ну, давайте Нет, давайте именно обезьяньи мозги, я специально их и взял. Нет. Вопрос, почему нет? Почему нет? Попробуйте объяснить. Почему нет? Почему обезьяньи мозги сразу есть элемент вот этого отталкивания? Вы же ели. Мы так или иначе состоим с того, что мы едим. Зачем я буду есть обезьяньи мозги? Чтобы мои мозги превратились в обезьяне? Именно для того, чтобы именно для того, чтобы переломать в себе вот этот обычай кушать то, что ты кушаешь. Именно для этого. Чтобы переломать себя. Или не надо этого делать? Как раз в этом и проблема. Люди не в состоянии как поломать свой образ жизни. Это получается, что сама функция, которая и сформирована, я говорю о сознании, останавливает свою же эволюцию, получается. Да, так есть. Очень любопытно получается. Самое креативное, которое существует, называется сознание, становится самым некреативным. Так получается, что ли? Да. Получается. С чем вас и поздравляю. Получается так. Что же будем делать, ребят? Да почему мы не можем делать? Обновление нужно, чтобы смерть приходит. Это получается, знаете что? А вопрос. Какого черта я сейчас все это вам говорю? Если сама ваша функция и та, которая остановит принятие именно вот этих, например, данных, анализов. Это получается, надо только знать, что уже знаешь. Или очень похожее на это. Нет, а человек стремится к радикальным знаниям. Но почему-то не к радикальной еде. Секундочку, ребят, секундочку. Да, любопытно. Теперь шаг назад сделаем, потому что мы сейчас пошли в направлении сознания. Не надо туда идти. Мы вернемся к смерти. Это внешний процесс или внутренний? Вот тут мы остановились, ребята. Что мы сказали? Внутри. Это внутренний процесс, получивший свой толчок извне. Да или нет? Да. Можно ли сказать, можно ли так сказать, это вопрос, что состояние смерти или процесс, внутренний процесс начала смерти зависит от, внимательно слушайте, от недостатка внешних условий жизни? Нет. 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 Почему нет? Почему нет?
Условия не поменяются, они как были, так и есть, куда они делись. Вот, молодец. Это получается, что смерть – это не конец жизни. Если условия жизни, внешние процессы остаются такими же, то почему возникает смерть? Ведь условия такие же, какие были. А оно оп, и возникает. Любопытно. Любопытно. Есть ли у кого-нибудь какое мнение, почему возникает смерть? Или почему начинается процесс смерти? Смотрите, как мы уже повернули. Мы не говорим, почему заканчивается жизнь. Автоматически возникает смерть. А почему начинается процесс смерти, несмотря на то, что процесс жизни все еще продолжается? Вот до чего мы докатились с вами. Мы только что это обсуждали. Давай еще раз. Я забыл, у меня склероз. Как продвижение по лестнице, карьера. Процесс смерти начинается с движения адекватности сознания в жизни. Oh, shit. Если продолжать, посмотрите, если продолжать логику неадекватности сознания, получается, те, которые сейчас живут, своим сознанием крайне адекватны. Вот все, которые живут, ну просто с ума сойти, какое адекватное сознание. Да? Нет, просто заканчивается способность видоизменяться, меняться, формализация всей этой функции. Знаете, где мы застряли? На качестве самого сознания. На качестве. Кто определяет качество самого сознания? Что есть хорошо, что есть плохо, что есть правильно, что есть неправильно. Нет, моральная категория самого социума. И его же ожидания от этого же индивидуума. Вот и все. Но не социум убивает человека. Не, социум не убивает человека, но он ожидает от его сознания соответствующих шагов. Ну, или не так? Ребят, я извиняюсь, почему кушать теленка это хорошо, например, а кушать тараканов это плохо? Почему так? Кто сказал, что кушать теленка это хорошо? А все рады. Вы тоже только что на ваши былицы посмотрели, когда я о бешбармаке говорил. У меня прям скайп заулыбался от счастья. А мы говорим о груди мяса. То есть тех же, жеребят, которые мы жрем. Почему столько радости? А кушать тараканов или обезьяньи мозги, это никуда не годится. Китайцы тараканов едят. И мозги. Я хочу сказать, социум тот, который определяет, что считается, что есть хорошо, что не есть хорошо. Причем социум он разный везде, в разных, конечно, условиях. Причем мнение одного социума не устраивает мнение другого социума. Поэтому взгляды Америки на будущее планеты и взгляды Китая на будущее планеты, не очень близки, скажем так. Видите? Опять же, социум определяет условия своего же существования, как ему кажется. Так вот, что я хочу сказать, опять же, возвращаясь к смерти. Процесс смерти возникает, хотя условия жизни не прошли. Мы сказали о сознании. Получается, что социум формирует сознание. Но почему в 25 лет или в 30 лет даже самое испорченное сознание, не работающее, все равно не активизируется процесс смерти? У него есть шанс. This is nice. This is nice.
Можно ли сказать, вопрос, можно ли сказать, что Гитлер, начинавший Вторую мировую войну, в которой погибло десятки до 100 миллионов человек, как по этим, 60 до 100 и так далее, всегда имел какой-то шанс поправиться? Да, наверное. В какой момент он этот шанс потерял? Нет, ну, у него задача другая была, наверное. У него задача другая была, наверное. Вопрос. Задача, естественно, была. Задача, которую имел перед собой, конкретный человек. Под ним подразумеваем всю структуру, да? Конкретный человек. Можем ли мы нас рассматривать как необходимая составляющая акции жизни? Да, именно так. То есть получается, необходимость Второй мировой в войне была, и этот хороший человек взял на себя такую беспокойную работу и с качеством ее исполнил. Получается, да, для того, чтобы качество жизни... А ему дали. Это приоритет для будущего качества жизни, скажем. А он больше человек? Нет, это. Вы знаете, друзья, пожалуйста, вы никому это не говорите, потому что весь мир думает не так. Хотя есть неонацисты, которые рассматривают вопрос именно так. С таким подходом, понятно, это мы, скажем так, каким-то своим своеобразным логическим путем пришли к этому, но с таким подходом ты практически можешь оправдать абсолютно все, что и есть правильно. Но социум тебя не воспримет. Почему тогда? Почему же социум тебя не воспринимает таким подходом? Даже наоборот, считает тебя извергом, зверем, скотиной последней и так далее, и так далее. Если есть правильно, почему социум не воспринимает эту правильность? Да, больше социум. Не совсем так. Социум мы послать не можем, потому что человеческое общество, оно и существует, у него есть какая-то функция, а оно должно исполнять человеческую работу. Мы сейчас попробовали с вами использовать сознание, такое, какое оно есть. Но при более мелких дистанционных шагах, то есть на дистанции рассматривать, не эмоционально, у нас логика выстроилась, не совсем стандартная, обычная. Это не значит, что она правильная или неправильная, но она же выстроилась как-то. Получается, что при видоизменении условий сознание в состоянии сформировать другую логику. Для этого всего лишь нужно упорядочить процесс данных извне. Я являюсь данными извне. Но я вам не даю статичные, а я вам даю динамичные данные. То есть варианты такой и такой. А уже ваше сознание выбирает, начинает выстраивать. И то, что оно выстроит, на самом деле не соответствует вашим вчерашним взглядам. Это получается, что сознание в состоянии видоизменяться все еще. И ваши завтрашние мысли чем-то будут отличаться от ваших вчерашних. Правильно или нет? Да. Так почему же тогда наступает процесс смерти? Если видоизменение сознания возможно. Не радикальное, но оно возможно. Способность на просто видоизменяется, она уменьшается с течением времени, с возрастом.
в целом. А может, дело как раз не в сознании, ребят? Ну да, железо сдохло, что там, собственно, не будет работать. Апгрейдное железо поступило на склад, надо его ввести, поэтому старое надо уйти. Я извиняюсь, кто это говорит? Я совершенно не вижу. Я. Здравствуй, я. А вы у нас кто? Лена. Лена. Дорогой, садись, Лена. Спасибо. Ну, теоретически да. Но мы пробуем посмотреть, какие же качества вот этого железа, те, которые начинают вдруг ни с того ни с сего мешать. Вот что нас интересует. И почему процесс смерти наступает, когда процесс жизни может продолжаться, а оно наступает процесс смерти. Мы пока рассмотрели элемент сознания. Думаю, сознание или его оперативность, та, которая останавливает, из-за которого происходит элиминация вот этого же сознания. Оно нет. Мы, наверное, не там смотрим, надо другие смотреть. Почему мы вот эти вот термины не используем, понятия там, клад, души, там, Бога и всего прочего там? Почему мы вот это не рассуждаем? Почему мы застраиваем сознание и социум? Не то, что правильно, нет, вопрос правильный. А почему и это не взять во внимание? Пока мы остановились на сознании. Good. Работает, но там чего-то не хватает. Давайте, предлагайте. Предлагайте любой другой. Можно? Валяй. Потому что объем информации набран этим компьютером уже не позволяет практически справляться. Должны быть более новые какие-то элементы, новые процессоры, которые позволят справлять с этой информацией, получать дополнительно новую информацию для накопления другого опыта. Возьмем опцию такую. Берем Гаухар. Она дошла до фазы, накоплено, сделано то сё. Прихожу я, перепрограммирую, что-то вычеркну, что-то сделаю, освободится место, Гаухар забудет, ну, скажем так, всю свою жизнь, все свое прошлое. Пустота. Значит ли это, что у нее жизнь началась снова, в биологическом смысле? Нет. Да. Нет, биологическом нет, это уже смерть. Когда сознание уже не эволюционирует, нет, ну готов перейти на такой уровень, на этом оборудовании это невозможно сделать, оборудование старое. Если не старое. Ну, расслышали, надо что-то новое. Человечество, Не важно. Ребят, где мы сейчас застряли? Скажите, давайте я вам объясню. Мы застряли на самом деле. И это очень хорошо, что мы пришли к позиции, где мы застряли. Значит, мы нашли место, где чего-то не хватает, чтобы понять взаимосвязь жизни и смерти. По крайней мере, мы застряли, что смерть – это не конец жизни, а какое-то новое состояние. Может быть, это... Вот сейчас я пойду. Может быть, это в каком-то смысле эволюция жизни? Ну, это точно эволюция. Видоизменение состояния, где сама смерть – это шаг вперед. То есть, жизнь и смерть. Но чтобы появилась смерть, должна изначально быть жизнь. Давайте мы с вами не будем рассматривать смерть как окончание жизни, мы это уже не делаем. И не рассматривать смерть как процесс, прерывающий или влияющий на жизнь, а будем рассматривать смерть и жизнь с каким-то переходным процессом. То есть пришло время видоизмениться. Ну, это же происходит у той же гусеницы. Она видоизменяется. Причем видоизменяется, ребят, радикально.
Гусеница с бабочкой, ну, ничего общего не имеет. Так вот, она видоизменяется в бабочку. Дети, которых вы там понародили, кстати, они не с дуру появились. Это тоже форма очень похожая. Из клетки возникает какой-то, это как он называется, кокон. В коконе возникает что-то, а потом вылезает из кокона. Ну пусть этот кокон будет, где там оно развивается у женщины? Вот туда, да. Ну, плацента называется, да? Ну, пусть будет так. Какая разница? Так вот, посмотрите, как интересно. Сама жизнь тоже является не с дуру сделанная штука, а каким-то естественным процессом эволюции чего-то куда-то. Какой-то клетки куда-то. И возникает совершенно новая форма, жизнь, которая называется наш ребеночек, который придет время, будет эволюировать в следующую форму, я уже не могу сказать, своего существования, потому что бабочка без понятия, что... Бабочка это не есть летающая гусеница. Вот так я скажу. Бабочка это новое производное, и бабочка никак не ассоциирует себя с гусеницей. Никак. Вот мы сейчас находимся в эволюции гусеницы. И мы все рассматриваем с позиции гусеницы, присобачивая все свои понимания, условия, то все к гусеничным условиям. Движение, размышление, существование, дыхание и так далее, и так далее. Так вот, гусеница жрет траву. Бабочка не жрет траву. Совершенно разные формы. Но все-таки что же влияет на вот эту... Как называется этот процесс? Подожди, я забыл его название. Трансформация. Вот этот процесс трансформации, он имеет свое научное название. Забыл. Ладно. Как же называется, вот, как же происходит, за счет чего наступает процесс смерти гусеницы? Что же влияет на него? Биологические часы. Биологические часы. То есть... Мы когда говорим биологические часы, ребят, мы на самом деле доктора. Говорим, вот такой вопрос. Доктор, что со мной? Это у вас нервы. Вы вообще поняли, что он сказал? Это у вас от нервов. Ну понятно и козлу, блин, да что от нервов. Их у меня миллиарды. А что от нервов? Ну, это от нервов. И все, на этом заканчивается. Поэтому сказать биологические часы, это как сказать от нервов. Но почему эти биологические часы работают, а потом... Вот кто сказал, что 12 уже наступило? Есть форма сознания и форма биологического существования, которая рассчитана на определенный ресурс. Это не просто биологически больше, она не может. Ни сознание больше эволюционировать не может до определенного момента, ни биологическая форма не может дальше действовать. Не может или не нужно? Не нужно. Не может или не нужно? Не нужно. Ребят, огромная разница. Невозможно и не нужно. Потому что в слове «не нужно» это не ограничивание, это эволюция. А в слове «невозможно» это плафон, после этого больше ничего нет, развал. Смотрите, вот стакан, вот родился, что-то родилось, человечек какой-то, да? Пустой. И он начинает жить. Внешние условия постоянно наполняют этот стакан чем-то. Приходит момент, стакан не наполняется. Я не только о сознании говорю. Стакан наполняется. Что происходит потом? Заполнили. Выливается.
Не является ли сам стакан ограничиванием процесса? Смотри, как интересно. Сама форма и является тем ограничением количества, которое может она в себе принять. Что такое в себе принять? И сущность, потому что этот стакан пустой, а теперь стакан заполнил какой-то жидкостью. Что доминантнее, стакан или жидкость, находящаяся внутри? Вот стакан, внутри яд. Такой же стакан пустой. В случае пустого стакана, смотрите, как интересно, сам стакан является активным объектом. Ой, какой интересный стакан. Теперь мы знаем, что в этой чашке находится яд, цианистый калий, вот в таком количестве. Будет ли вас интересовать сам стакан или чашка? Нет. Смотрите, как интересно. Тут же внутренность приобретает больший смысл его состояния, чем внешний облик. И вот эта внутренность, цианистый калий, вылезает наружу. Хочет вылезти наружу, потому что стакан ее ограничивает. Она ж там бурлит, динамичная, цианистый калий имеет смысл. Это тебе не водичка или какая-нибудь кислота. И чтобы вылезти наружу, что она делает? Разъедает тот же стакан. Перестает ли от этого существовать цианистый калий? Нет. Разливается, растекается, испаряется. Вопрос, перестает ли существовать? Нет. То же самое, молодцы. То же самое с супчиком. У нас кастрюлька стоит на каком-то огне. Называйте это рождением. Внутри вода. И добавляем первые 5 лет картошку. Вторые 2 года, там, я не знаю, лук. Потом приходит у нас то. Потом макароны добавляем. Потом то. Потом все. Это все называется жизнь. Потом помидоры добавляем. Потом крышкой закрываем. Это уже называется старость. Вот. И оно варится внутри себя. Вот сварился суп. Сварился он. Понимаешь, он уже сваренный. Он булькает внутри, уже сваренный. И он хочет вылезти оттуда. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Крышка трясет. Вот. И вдруг получается так, что из-за температуры, из-за внутреннего состояния, давления, вот эта кастрюлька разваливается. Или мы взяли ее, она была очень горячая. Развалилась кастрюлька. Мы ее выбросили. Суп растекся по полу. Можно ли сказать, что супа нет? Нет, конечно. Интересно. Неважно в какой форме, в каком состоянии, но есть абсолютный суп, причем он ничем не отличается от того, который варился здесь. Это тот же самый, который из-за недостатка формы растекся везде, но он же есть. Получается, что избавление от кастрюльки дает определенную форму свободы в пространстве этому же супу. Но чтобы суп создался, но чтобы суп сварился как суп, смог бы он без кастрюльки? Нет. Вот как интересно. Это то, что у вас сейчас творится. Вы сейчас варитесь. С чем вас и поздравляю. Вы сейчас варитесь. И пока вы не сваритесь, ваша крышка не поднимется. А это называется уже смерть. И вот получается, когда вы сваритесь, вы будете очень вареными, правильными, такими уже, знаешь, уже люди вареные, то вас посетит большая честь избавиться от вашей же кастрюльки. Вот состояние внутри кастрюльки буль-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 буль называется жизнь. Но обратите внимание, и картошка добавилась снаружи, и вода снаружи, и огонь снаружи, и воздух, который поддерживает это, все пришло снаружи, в эту же кастрюльку.
Вот чтобы была смерть, необходима жизнь. Но чтобы была смерть, необходима жизнь в понимании вареного супа. И вот потом наступает смерть. Как вы сказали, черная, конец, несуществование, всех гадостей, которые вы наплели, обидели смерть. Оказывается, это получается форма освобождения от жизни, но при сваренном супе. И вот тогда состояние самого супа становится условием внешним для другой жизни. Потому что если у тебя цианистый калий, и этот цианистый калий растекся по полу и по воздуху, то там же новый суп будет вариться. Так вот, воздух, который войдет, будет влиять на создание этого супа, уже носит в себе цианистый калий. И получается, что жизнь формируется, извините, конечно, за такой пошлость, что скажу, на основании качества смерти. Не знаю, насколько вы поняли, чего я только что сообщил. Фух, вопросы есть? У меня предложение, ребят, у меня предложение. У меня предложение, которое, надеюсь, вы встретите положительно. Я не хотел бы продолжать сегодня разговор. На этой оптимистичной ноте хочется закончить. Но давайте договоритесь. Третью серию формизонского балета. Вот еще как вот эти вопросы. Пусть это сварится в вас. И вы будете готовы к новым вопросам с этого места. И мы с вами поговорим еще. Сегодня я бы хотел закончить. И без этого это очень много. То, что я вам сообщил. Окей. Договоритесь день. Ребят, договоритесь. День. Сами договоритесь. Сообщите мне. И мы продолжим. Если, конечно, если команда наша решит продолжить. Это решение. Вот с этого момента самое интересное. Ну вот не забывайте момент. Все, я вас всех гурьбой обнимаю и на связи. Пока.